В начале недели биткоин упал ниже 40 тысяч и протестировал локальный двухмесячный минимум на уровне 38,5 тысяч долларов, что спровоцировало настоящую панику на крипторынке, потому что все, кто покупал биткоин по 43 тысячи и выше, начали как можно быстрее продавать, о чем говорят показатели притока биткоина на бирже. И, конечно же, главным продавцом биткоина и виновником этой коррекции остается компания Grayscale, которая, начиная с 10 января, когда SEC одобрила ETF, продала 82 525 биткоинов на сумму более 3 миллиардов долларов. Это самый большой объем продаж, который мы видели за последнее время. Вот поэтому и неудивительно, почему биткоину удалось пробить поддержку на уровне 40 тысяч. И на самом деле продажи от Grayscale могут продолжиться, ведь по данным главного аналитика Bloomberg, Grayscale может продать еще 25% акций GBTC, а это дополнительные 134 тысячи биткоинов на сумму более 5 миллиардов долларов. Такие продажи могут очень сильно обвалить цену биткоина. Но вы не задумывались, почему пока только одна Grayscale продает, другие компании устраивают настоящую гонку и активно покупают биткоин? Ведь если в нашем прошлом видео, которое выходило 3 дня назад, у BlackRock было только 33 тысячи биткоинов, то сейчас они уже накопили 44 тысячи монет. Да, пока все думают о том, как биткоин упадет до 30 тысяч, фонды скупают десятки тысяч монет и накопили более 100 тысяч биткоинов, хотя после одобрения ETF прошло меньше 3 недель. А также сейчас аналитики активно обсуждают вопрос, что компания Grayscale может перейти в руки BlackRock, за счет чего BlackRock будет контролировать почти 3% биткоина в мире и станет самым главным монополистом крипторынка. И как вы думаете, стоит ли вам продавать биткоин прямо сейчас, когда мировые фонды покупают его на миллионы долларов? Я думаю, что нет. Поэтому сегодня в видео я во всех деталях расскажу, что происходит на крипторынке, зачем BlackRock покупает биткоин, когда закончится коррекция, и дополнительно вы узнаете, почему вам не стоит продавать биткоин. Также хочу вас поблагодарить за то, что вы очень быстро набрали 800 лайков под прошлым видео, а значит топ криптовалют на февраль мы выпустим уже в ближайшее время. Но поскольку сейчас есть более важные вопросы, сперва стоит разобрать именно их. Поэтому давайте не будем изменять нашим традициям и этому видео также поставим 800 лайков. За вашу поддержку вам еще раз спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Что ж, уважаемые друзья, в то время как криптовалюта корректируется уже вторую неделю подряд, фондовый рынок США пробивает новые исторические максимумы, потому что инвесторы ожидают первое важнейшее заседание ФРС в этом году, которое пройдет на следующей неделе. На нем озвучат новую процентную ставку, а Джером Пауэлл даст свои комментарии по инфляции. Многие аналитики ожидают, что ставку начнут понижать уже в этом году, что является положительным катализатором не только для акций, но и для биткоина, который после такого сложного начала года может наконец-то прекратить коррекцию и начать формировать новый восходящий тренд перед халвингом. А чтобы узнать, когда пройдет это заседание ФРС и что будет с криптовалютой, переходите в наш телеграм-канал, где мы уже сделали для вас вот этот подробный пост с прогнозом на биткоин. Также только наши подписчики Telegram ежедневно получают актуальные новости и эксклюзивную информацию, поэтому подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех событий. Ну а главным событием этой недели, конечно же, является пробой психологически важного уровня для биткоина 40 тысяч долларов. Все началось еще в понедельник, когда биткоин не смог подняться выше 42 тысяч, а плавно начал опускаться на 8%, из-за чего уже во вторник был протестирован уровень 38,5 тысяч. Конечно же, на рынке началась паника, инвесторы приступили активно переводить биткоин на биржи и готовить их для продажи. На этом фоне были зафиксированы большие ликвидации, потому что только за последние 3 дня было ликвидировано более 300 миллионов долларов, причем это были не только лонг-сделки, но и шорты, ведь после тестирования минимума на уровне 38,5 тысяч биткоин начал восстанавливаться выше 40 тысяч долларов. Главная причина падения остается прежней, о которой я говорил в нашем прошлом ролике, а именно большие продажи от компании Grayscale, которая после одобрения ETF 10 января уже продала 82 525 биткоинов на сумму более 3 миллиардов долларов. Но еще дополнительное давление на биткоин сделала биржа банкрот FTX, потому что согласно отчету Bloomberg 22 января FTX и хедж-фонд Alameda Research продали весь свой пакет акций GBTC
GBTC на сумму $22 миллиона. Да, кудрявый Сэм продолжает негативно влиять на рынок, даже несмотря на то, что он находится в тюрьме. И таким образом на сегодняшний день общий отток капитала из биткоин ETF Grayscale составляет $3,4 миллиарда. Ведь все эти биткоины компания перевела на Coinbase, чтобы успешно их там продать и вернуть деньги инвесторам, которые покупали акции GBTC. Последние данные от главного аналитика Bloomberg говорят о том, что уже было продано около 13% акций GBTC от общего предложения на рынке. Причем только во вторник отток составил $500 миллиарда. Но не могут же инвесторы продать все акции Grayscale, чтобы в ее ETF не осталось биткоина. Конечно, Grayscale не может продать все свои биткоины, и рано или поздно эти продажи прекратятся. Вот только вопрос когда. В этом случае мы также можем обратить внимание на опрос от главного аналитика Bloomberg, в котором почти половина из 10 тысяч голосующих выбрала, что оттоки из Grayscale прекратятся, когда будет продано от 35 до 50% их акций GBTC. И если следовать данному сценарию и взять еще около 25% их акций, которые в будущем могут продать, то они будут оцениваться примерно в $5 миллиардов. При этом, чтобы получить эти деньги, Grayscale придется продать еще 134 тысячи биткоинов. Конечно, это максимально негативный сценарий, ведь такие продажи еще больше усилят давление на биткоин, и коррекция может продолжиться. Но на самом деле даже текущих проданных биткоинов уже хватило бы, чтобы цена упала гораздо ниже. Вот только этого не происходит, потому что пока Grayscale продает, другие компании продолжают покупать. Ведь если мы перейдем на официальный сайт BlackRock, то увидим, что сейчас они накопили 44 тысячи монет, хотя в прошлом видео я показывал вам, что у них было только 33 тысячи. Таким образом, сейчас рынок не теряет биткоины, а происходит перераспределение монет между фондами. И возможно, что даже те биткоины, которые покупает BlackRock, они идут от Grayscale через биржу Coinbase. Вот поэтому аналитики считают, что продажи могут прекратиться и коррекция рынка будет завершена. Тем не менее, во время любой коррекции нужно делать две вещи. Первое – это усреднять свой спотовый портфель, а второе – шортить рынок и получать профит на падении. Если с первым проблем не возникает, то для прибыльных шортов нужно заранее знать подходящие точки входа. И если вы не знаете, как находить лучшие уровни для открытия сделок, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. Еще на прошлой неделе аналитики Pro внимательно следили за монетой AVAX и заметили, что его цена рискует протестировать поддержку $30. После этого все участники Pro получили вот такую сделку и на уровне $32 открыли шорты. А когда цена упала до первой поддержки, участники Pro зафиксировали от 55% профита. Как вы можете заметить, формат работы очень простой, а за счет подробного обучения на старте, подписка Pro идеально подходит для новичков. Ведь вы сможете торговать с сопровождением наших специалистов. И несмотря на коррекцию, рынок нас радует активным движением, за счет чего все участники Pro продолжают ежедневно получать прибыльные сделки. Поэтому, чтобы не упускать свой потенциальный профит, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам и получите первую прибыльную сделку уже сегодня. Несмотря на то, что клиенты Grayscale продают биткоин ETF из-за высоких комиссий, а также из-за отсутствия дополнительных процентов прибыли, которые были доступны, пока их ETF был обычным трастфондом, другие компании устраивают настоящую гонку по накоплению биткоина. И на протяжении последних 3 недель этой гонки 9 компаний скупили более 100 тысяч биткоинов. Бесспорным лидером по накоплению, конечно же, остается BlackRock, а второе место занимает компания Fidelity. Поскольку на данный момент общее количество купленных монет находится на уровне 102 тысячи, это составляет 53% от портфеля самого большого кита Майкла Сейлора. Но если Сейлор накапливал 100 тысяч биткоинов более 3 лет, то этим компаниям понадобилась всего 1 неделя. И самое интересное, что покупки биткоина не прекращаются ни на один день. Тогда очевидный вопрос: зачем нам с вами сейчас продавать биткоин, пока крупные фонды во главе с BlackRock его покупают? А ответ простой: нам не нужно продавать биткоин. Ведь живой пример Майкл Сейлор. Он накапливал 100 тысяч биткоинов более 3 лет. Но пришли мировые гиганты с миллиардами долларов и спокойно закупили 100 тысяч биткоинов по рыночным ценам. Они не ждали никакую коррекцию или падение до 30 тысяч. Они просто взяли и купили, потому что сейчас главная цель компаний, которые вошли в эту игру, получить как можно больше биткоинов, пока его цена торгуется на относительно низких уровнях. И по факту сейчас все ETF-компании борются за каждого клиента, ведь чем больше инвесторов покупают их ETF, тем больше процентов комиссии они получают.
покупают. А по мнению многих экспертов, в том числе и аналитика Bloomberg ETF Джеймса Сейфорта, компания Grayscale, которая сейчас имеет больше всего биткоинов, очень скоро может перейти в руки такого гиганта, как BlackRock. За 10 лет работы Grayscale в качестве закрытого фонда инвестиционный пул накопил почти 30 миллиардов долларов в биткоинах. А вот BlackRock и другие компании начали с нуля, и капитализация Grayscale в 21 миллиард долларов значительно превышает BlackRock и Fidelity. Например, основатель BDE Ventures сказал: «Конечно, вполне возможно, что Grayscale может быть приобретена. Сейчас они являются своего рода стандартом, и даже мой отец давно слышал о GBTC, поэтому приобретение может произойти, потому что их имя уже известно. Поскольку среди ETF-компаний сейчас происходит большая конкуренция, одна из стратегий, которую большие корпорации используют для развития своего бизнеса, это просто выкуп конкурентов. По этому поводу президент консультационной фирмы ETF Store Нейт Джерачи сказал: «Стратегическое приобретение такой фирмы, как Galaxy, имеет огромный смысл для правильного традиционного эмитента ETF, если цена будет приемлемой. Несмотря на то, что категория спотовых биткоин ETF существует всего 2 недели, она уже очень конкурентоспособна и явно превратилась в масштабную игру, учитывая низкие коэффициенты расходов. То есть, что потенциально может сделать BlackRock? BlackRock может полностью выкупить Grayscale у Galaxy Currency Group, которой она принадлежит, и таким образом Ларри Финк получит себе второй ETF и будет контролировать почти 3% от общего предложения биткоина в мире. И в принципе Grayscale может пойти на такую сделку, ведь ее ETF не покупают, а все только продают. Причем весьма вероятно, что те биткоины, которые она продает, сразу же уходят в ETF BlackRock через биржу Coinbase. И это вполне логично, потому что сейчас покупки BlackRock не оказывают влияния на рынок, потому что их переводят вне бирж. И обычные покупатели не видят, у кого и сколько биткоинов приобретает BlackRock. А учитывая, что BlackRock так важно получить как можно больше биткоинов в Grayscale, представьте, что они хотят сделать с биткоинами обычных инвесторов. На рынке это называется сильные слабые руки. И в период вот таких коррекций, как например сейчас, первыми всегда будут уходить слабые руки. Многие розничные инвесторы боятся потерять свои деньги и просто не умеют ждать, хотя это является главной задачей в инвестировании. Вот поэтому и продают. Но когда вы продаете биткоин, он же не исчезает, а достается покупателю. Но в большинстве случаев этот покупатель — это и есть те самые сильные руки. Вот только не забывайте, что рынок цикличный, и рано или поздно он начнет расти. И если в это время у вас не будет биткоина, вам придется снова его покупать, только уже гораздо дороже. Поэтому, как показывает лично моя многолетняя практика, инвестировать в биткоин нужно только в долгосрок с постоянными усреднениями на коррекциях. Поэтому сейчас, когда фонды набивают свои кошельки биткоином, это не самое лучшее время для продажи. Если мы говорим о дальнейших перспективах для цены биткоина, то давайте перейдем на график. На дневном графике мы видим, что после 20% коррекции, которая началась, когда биткоин не пробил 49 тысяч, его цена всеми силами пытается получить поддержку выше 40 тысяч долларов. При этом вот эта линия создает сильное сопротивление, которое не позволяет биткоину подняться до 41, 42 тысяч и выше. Таким образом, чтобы биткоин смог начать восстанавливаться, ему необходимо закрыть недельную свечу выше 40 тысяч долларов и выше вот этой линии сопротивления. Тем не менее, как я еще говорил в прошлом видео, общий тренд остается положительным, но вы должны быть готовым к тому, что даже на бычьем рынке могут быть такие 20% откаты. Мы это уже очень много раз проходили в 19, 20, 21 и даже в 23 году. Причем тогда коррекции были куда сильнее, и поддержки от такого фонда, как BlackRock, не было. Также январь в принципе является не самым лучшим месяцем для биткоина, ведь это только начало года, но зато февраль всегда был положительным, так что не стоит паниковать и совершать необдуманные продажи или покупки. Такое время лучше всего переждать или частично усреднить свои спотовые позиции, как я говорил ранее. Поэтому набираемся терпения, следим за новостями в нашем телеграм-канале, на который не забудьте подписаться, и конечно же готовимся к халвингу, до которого осталось уже меньше 100 дней. Как всегда, в комментариях оставляйте ваше мнение по биткоину, не забудьте нажать на колокольчик и увидимся в следующем видео. Всем удачи, до скорых встреч!